Так, у меня две новости. Одна хорошая и одна плохая. Хорошая новость. У меня новый диван. Это мой новый диван. Он большой, удобный, классный диван. Я купила. И вторая новость, плохая новость. Я ничего не успеваю. Я не понимаю, куда я трачу свое время. Утром я просыпаюсь, у меня много энергии, у меня много планов, я хочу записать что-то для вас, я хочу погулять, я хочу позаниматься спортом. Но потом я смотрю на часы, и уже 5 часов вечера или 7 часов вечера, и я понимаю, что я сделала очень мало. Я планирую много, а делаю мало. И я не понимаю, почему. Почему я так неэффективно трачу свое время, или, может быть, я трачу его эффективно. Поэтому сегодня я хочу записать все в календарь. Давайте посмотрим, куда я трачу свое время. Всем добрый день, меня зовут Наталья. Здесь мы практикуем русский язык. Здесь я даю вам уроки русского языка. Сегодня мы будем практиковать родительный падеж. Я покажу вам свой календарь. Я покажу вам, что я делаю каждый день. Я покажу вам, сколько времени я трачу на что-то. И мы будем практиковать с чего-то до чего-то. Все ссылки на материалы внизу, будут задания и транскрипции, ссылка внизу. Также есть ссылка на бесплатный файл. Там разговорные фразы, как заказать что-то в ресторане, как спросить дорогу. Все эти фразы по ссылке внизу. Хорошо? И сейчас давайте откроем мой календарь. Я открыла свой календарь. Сейчас месяц октябрь. Это октябрь. Я хочу показать вам, что я делаю каждый день. Сегодня вторник, сегодня 10 октября. Неделя начинается в понедельник, неделя заканчивается в воскресенье. С понедельника до воскресенья я работаю, я отдыхаю. Обычно я работаю с понедельника до четверга. В воскресенье я тоже работаю. 2 дня я отдыхаю, в пятницу, в субботу. Это мой день. Утром я просыпаюсь, где-то с 7:30 до 8 я просыпаюсь. И не ставлю будильник, поэтому я просыпаюсь сама. Примерно в это время. Я иду в ванную, я умываюсь, потом я завтракаю. С 8 часов до 8:30 у меня завтрак. Я готовлю себе что-то на завтрак и я ем. После этого с 8:30 до 9 часов я изучаю испанский язык. Я практикую испанский в телефоне. Это у меня саморазвитие, я развиваюсь, я изучаю что-то новое. После этого с 9 до 9:30, минут 20-30 я читаю книгу. Я заметила, что вечером я часто устаю и я не читаю. Даже если я хочу, я не могу физически, я хочу спать. Поэтому я начала читать книгу утром. В последнее время я читаю книгу каждое утро. Потом я занимаюсь фитнесом дома, на коврике, я делаю упражнения минут 20-30, с 9:30 до 10. Потом я открываю компьютер, я начинаю работать. Например, сегодня я писала скрипт для видео с 10 до 12, я что-то делаю, я пишу скрипты, я записываю подкасты, я работаю над своими проектами. В 12 время обеда. Я готовлю что-то, я обедаю примерно 1 час. Да? Я обедаю, после этого минут 30 мне нужно помыть посуду, и я убираюсь. Дома я убираюсь в комнате с часу до 1:30. Я убираюсь, уборка. После этого я отдыхаю, потому что в 2 часа у меня урок со студентом. С 2 до 3 часов у меня урок со студентом. Поэтому эти 30 минут я открываю материалы, я смотрю, что мы будем изучать.
Обычно я отправляю материалы заранее, до урока, да, но я отдыхаю и готовлюсь к уроку с 1:30 до 2 часов. После урока я обычно отдыхаю, потому что я устаю. С 3 до 4 у меня время отдыха. Сегодня я отдыхала только 30 минут. Да? И в 4 часа, сейчас как раз с 4 до 5, я работаю снова над своими проектами. С 4 часов до 5 часов сейчас я записываю видео. Я хочу погулять, я стараюсь гулять между уроками, поэтому с 5 до 6 я хочу погулять где-то недалеко от дома, потому что это всего час времени. А после этого я буду ужинать с 6 часов до 7 часов, ужин, и после я работаю 2 часа. С 7 часов до 8 часов у меня первый урок, и с 8 часов до 9 часов у меня второй урок. 2 часа с 7 до 9 я работаю. После этого я точно устану, я буду отдыхать, и, может быть, я поем салат. Я хочу сделать себе салат и поесть вечером. Я не знаю, у меня будут силы еще сделать что-то. Может быть, я буду отдыхать, не знаю, видео в интернете, смотреть видео в интернете. Отдых. И где-то после 11 я уже собираюсь спать. Я умываюсь, и все, и я засыпаю где-то в 11:30 или ближе к 12 я засыпаю. Иногда у меня другой график. Например, завтра у меня 3 урока с 4 до 5, с 6 до 7 и с 8 до 9. Каждое утро я делаю примерно одно и то же. Я встаю, я завтракаю, я практикую язык, я читаю книгу и делаю упражнения. Потом я хочу поработать, я буду редактировать видео, мне нужно купить продукты, и я пойду на улицу, и когда я не гуляю в какой-то день, на следующий день я хочу поехать куда-нибудь в парк. И когда я вернусь, я куплю продукты и буду работать 3 часа, и вечером я тоже буду отдыхать. Может быть, здесь между уроками, я что-то сделаю, не знаю, видео, еще что-то сделаю с этим видео, и вечером отдых. Отдых нам нужен. Когда я не отдыхаю, я плохо себя чувствую на следующий день, поэтому я всегда отдыхаю после уроков. В четверг у меня тоже урок, поскольку с 8:30 до 9:30 у меня тоже урок со студенткой. Как-то так. Да, и еще, кажется, у меня один урок будет с 3 до 4 в четверг тоже. Не знаю, как я буду планировать этот день. В пятницу, когда у меня нет уроков, я встречаюсь с друзьями. Да, вечером мы встречаемся с подругой с 5 и, может быть, до 10 часов мы будем гулять. Может быть, мы пойдем в музей. Поэтому вечером я буду занята. Днем я планирую поработать, не знаю, записать подкаст или сделать что-то. Утром у меня тренировка в спортзале с 11 до 12. Я хочу пойти в спортзал. И, может быть, утром я больше времени буду заниматься испанским и тоже больше времени почитаю книгу. Не знаю, это примерный мой план. И в субботу мы договорились с подругами пойти в кино. Фильм будет в
11:30, и я думаю, что где-то до 3 часов я буду с подругами в кино. И вечером, когда я вернусь, не знаю, может быть, я буду работать, может быть, нет. А я не написала, здесь кинотеатр. Мы хотим позавтракать и посмотреть фильм в кино в субботу утром. В воскресенье я тоже буду работать. Кажется, у меня урок в воскресенье в 6 часов вечера. Поэтому утром я также буду заниматься своими проектами, и вечером я буду работать. Я стараюсь работать в любое свободное время. И здесь, это следующей неделе, я хотела показать вам. Обычно люди работают с понедельника до пятницы, люди ходят на работу, люди работают с 9 до 6 часов, да, люди на работе, час нужно на дорогу, люди едут на работу с 8 до 9 примерно, и после работы с 6 до 7 люди едут домой. И потом они ужинают, отдыхают, возможно, изучают русский язык. Вы смотрите мой канал, возможно, вы изучаете русский язык вечером, может быть, вы изучаете русский язык утром, может быть и такой вариант. Пишите, когда вы изучаете русский язык. Я выбираю саморазвитие, потому что это вы изучаете дома, вы развиваетесь. И так каждый день, да, до пятницы и выходные люди отдыхают. Вот такой график. Время летит незаметно. И сейчас несколько примеров. Когда вы используете предлоги с и до, это родительный падеж. С чего до чего. Например, он ушел с работы в 8 часов вечера. Обычно он уходит в 6 часов. Да? Сегодня он ушел с работы в 8 часов. Или он ехал до дома 2 часа. Обычно он тратит 1 час на машине до дома, но сегодня он ехал 2 часа, потому что были пробки. Какой еще пример? Когда мы говорим о времени, что я делаю со скольки до скольки? Утром с 8 до 8:30 я просыпаюсь обычно. Да? Или вечером с 10 до 10:30 я читаю книгу. Когда мы говорим о времени, со скольки до скольки. И когда мы используем предлоги. Пишите в комментариях, сколько времени вы работаете, со скольки и до скольки. Если вы занимаетесь спортом, пишите в комментариях, сколько времени вы занимаетесь спортом, в какое время вы ходите на спорт и со скольки до скольки вы занимаетесь. Может быть, каждый вечер вы читаете книгу, тоже пишите, со скольки до скольки вы читаете книгу обычно. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что были со мной. Все материалы и задания будут по ссылке внизу. Также есть ссылка на бесплатный файл. Если вы еще не скачали этот файл, вы можете получить его. Ссылка внизу. И хорошего дня. Увидимся в следующий раз, следующий урок. Пока-пока.